Процедурно генерируемые планеты, видов которых великое множество, 255 галактик, 18 квинтиллионов планет. Вот это большое страшное число. Полеты на кораблях, постройка наземных баз с возможностью производства и фермерства, возможность сделать собственное поселение с NPC, растения, животные, динамическая погода с молниями и смерчами, различные космические аномалии и очень неплохая сюжетная кампания с гигантским количеством дополнительных заданий. Выживание и сбор ресурсов для крафтов и прокачки, частые ивенты и награды от разработчиков, есть даже мехи, БТРы и подводные лодки, и ваши большие корабли. Конечно же, все это дело прокачивается. При этом, при всем, игра еще и онлайн. С вами Кисель, и это обзор на No Man's Sky. Релиз и немножко истории. Игра стартовала 9 августа 2016 года. Ее релиз стал провалом студии Hello Games. Отток игроков онлайн на старте очень резко просел. Пик онлайна был 212 тысяч игроков, а к сентябрю этого же года просел до 9 тысяч онлайна, если верить Steam Charts. А к октябрю вообще 2000. Но прошло 8 лет. Игра обросла контентом, вышло гигантское количество именно бесплатных дополнений, и игра восстала из пепла. Ужасный старт на релизе превратился в развивающийся проект, при этом разработчики даже делают еще одну игру. Игра, кстати, доступна на консолях нового поколения, предыдущего поколения, на ПК и на Маке. И даже на Nintendo Switch. Кросс-платформа тут также имеется. Да ё-моё, они вон даже 4 сентября 2024 года ввели рыбалку. Давайте поговорим о том, что предлагает нам игра. В No Man's Sky сюжетная линия построена вокруг исследования огромной, процедурно сгенерированной вселенной. Игрока ведет к центральной тайне космоса, задавая философские вопросы о смысле существования, происхождения жизни и природе самой вселенной. Вы начинаете с минимальными ресурсами и поврежденным кораблем, постепенно развивая навыки, добывая ресурсы и исследуя новые планеты. По мере продвижения игрок сталкивается с различными фракциями, древними цивилизациями, таинственными аномалиями. Основная сюжетная линия ведет вас через несколько ключевых событий, связанных с исследованием пространственно-временных аномалий и взаимодействиями с загадочными существами. В игре также присутствуют параллельные задания, связанные с расширением знаний о галактике, и каждая из фракций предлагает свои уникальные истории и задачи. Основной целью в конечном счете является достижение центра галактики. Но как вы туда доберетесь и что вас ждет, зависит от ваших решений и стиля игры, мои дорогие. Я постарался как могу без спойлеров, потому что сюжет тут, как по мне, интересный. По поводу планет. Количество их вариаций значительно увеличивается за счет процедурной генерации, которая создает уникальные комбинации биомов, климатов и ландшафтов для каждой планеты. Климат планеты может вас убить, особенно если будет идти буря. Буря будет разная в зависимости от планеты, но не стоит расслабляться в хорошую погоду, животные и растения тоже могут вам навредить. Помните, я говорил, сколько планет в этой игре? 18 квинтиллионов, вот это вот страшное число. Так вот, если открывать по одной планете в секунду, уйдет 585 миллиардов лет. Забавный факт. У планеты есть биомы, и их свыше 10 штук. У них есть свои подтипы, к примеру, ледяной биом. Они напоминают планеты ледниковых эпох, где поверхность постоянно покрыта льдом и снегом. Несмотря на это, часто там можно встретить обилие деревьев, которые иногда образуют густые леса. В местах с менее развитой флорой преобладают мертвые деревья. Эти планеты легко узнать по их характерному светло-синему оттенку, который заметен даже из космоса. Основные ресурсы — диоксид, морозный кристалл и радон. Из-за крайне низких температур защита от холода всегда активна. Рекомендуется улучшение тепловой защиты, особенно на экстремальных планетах. Иногда случаются даже ледяные бури, которые втрое быстрее истощают защитные средства вашего скафандра. Как на выжженных планетах, если что. Но при этом повышается топливная эффективность расщепителя. В некоторых местах может встречаться жидкая вода. И называться они могут тут как замерзшая, обледенелая, арктическая, покрытая ледниками, морозная, ледяная, застывшая, заснеженная и ледниковая. И это лишь только один тип.
Все планеты можно разделить на две основные категории – обычные и экстремальные. Кроме того, на планетах могут присутствовать различные биомы, которые делятся на следующие типы. У безопасных – это пышный, пустынный, мертвый, экзотический и мегаэкзотический, а у опасных – выжженный, замерзший, токсичный, облученный, вулканический. И это прям максимально скомканно и сжато, потому что различных видов планет, биомов, их континентов, планеты океаны, там, не знаю, архипелаги, планеты с островами, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Этого всего много, потому что что? Процедурная генерация. Плавать вы тоже можете, конечно же. И да, на самой планете есть много чего помимо флоры и фауны, к которой мы вернемся чуть попозже. Камни знаний, большие залежи той же самой руды, меди, там, урана, засыпанные технологические модули, аванпосты, разбитые корабли, большие и маленькие, древние руины, и этот список можно продолжать очень-очень долго. Есть даже поселения NPC, которые можно подмять под себя. Визоры и сканеры. Оказавшись на планете, вы не потеряетесь, потому что у вас есть ваш волшебный сканер, который подскажет вам, что где, и позволит вам сканировать все, что имеет ценность. У него целых аж 5 режимов работы у вашего визора. Режим анализа. Вы будете видеть различные подсказки местонахождения той или иной точки интереса на планете, будь то ресурсы, тайники, камни знаний и прочее. Также в этом режиме вы можете сканировать минералы, флору и фауну и узнавать, из чего состоит определенное дерево или же кусок камня для последующей добычи ресурсов. Ну или там различную информацию по поводу животного. Режим разведки целей. Он у нас используется для получения информации о местонахождении цели задания. И еще 3 режима. Режим разведки энергия, режим разведки минералы и режим разведки газ. Но о них мы поговорим попозже, потому что они относятся к постройке баз. Мультитул – ваша пушка и инструмент. Имеет ячейки для установки технологий, будь то плазмомет, дробовик, сканер, личное силовое поле и много чего еще. Мы можем ставить не только различные технологии, которые открывают нам новые возможности, но и улучшения для них. Улучшения покупаем на станции, а открываем новые технологии в аномалии. Классы вашего мультитула 4 – C, B, A и S. По возрастанию класса увеличивается количество ячеек и характеристики. Имеют 2 характеристики – урон и сканирование. Эти характеристики зависят не только от класса, но и от типа, которые могут быть разные, что отличает мультитулы по визуалу и не только. Имеются форсированные ячейки, которые повышают бонус от установки в их слот. И расщепитель, ландшафтный манипулятор, пушки и так далее надо будет заряжать вручную. Экзокостюм, ваш скафандр, не имеет класса, как мультитул, но имеет помимо ячеек технологий еще и инвентарь. Технологии к установке тоже есть, конечно же, разные. Система жизнеобеспечения. Оно контролирует физическое состояние персонажа, а также представляет важную информацию о состоянии экзокостюма и уровне энергии для работы всех его систем. Система очищает воздух в скафандре от токсичных веществ, защищает от радиации и восстанавливает здоровье персонажа. Реактивный ранец, который позволяет вам летать, но разряжает систему жизнеобеспечения. Защита от вредных факторов, работает и заряжается от редких оксидов. Натрий, нитрат натрия или ионная батарея, которую нужно вообще крафтить. И да, технологии вашего экзокостюма время от времени нужно будет заряжать, чтобы они функционировали и давали бонусы. Это относится только к технологиям, а не к их улучшениям. С покупкой улучшений технологий точно так же, как и у мультитула. Обычная станция, либо аномалии. Но есть еще другие варианты, но это не гайд на игру. И да, вы можете увеличить количество слотов как на мультитуле, так и на своем скафандре. Растения. Процедурная генерация затронула и их, за исключением нескольких конкретных видов, которые мы сможем с вами выращивать для получения ресурсов. Бегаете по планетам, сканируете и видите, из чего состоит то или иное растение, и добываете. Есть еще особая флора, имеет характерный внешний вид и определенную цветовую гамму. В отличие от обычных растений, ее нельзя уничтожить. Сбор ресурсов осуществляется удержанием клавиши действия. Эти растения встречаются реже, но опознаются при сканировании. Они бывают следующих видов. Желтые содержат натрий. Синие обеспечивают бесконечный заряд ранца на определенное время. Красные содержат кислород. Есть еще опасная фауна, растения, которые носят вам урон, и они как будто одинаковые все на разных планетах. Ну и отдельные растения, которые мы можем выращивать, тоже выглядят одинаково на разных планетах. Это огненная ягода, луковичная тыква, звездный лук и так далее. А их много, поверьте. Про фермерство будет чуть-чуть попозже. Фауна.
Животные также подверглись процедурной генерации, но некоторые виды животных вы можете встретить на другой планете, и я не знаю почему. К примеру, вот мой жук. Я его встречал в 3 разных местах. Отличия между этими жуками минимальные. И да, вы не ослышались, мой жук. Животных можно приручить и использовать как ездового питомца. Есть как безобидные, так и агрессивно настроенные ребята, если что. Животные бывают летающие, агрессивные, мирные и огромные. Обитают в 5 разных ареалах. Земля. Наземная среда обитания планетарной фауны, наиболее распространенная, включает всех существ, передвигающихся по поверхности планеты. Воздух. В эту категорию входят существа, парящие низко над землей, передвигающиеся медленно и часто зависающие на месте. Небо. Редкая категория, охватывающая существ, которые летают на большой высоте. Вода. В эту категорию входят все организмы, обитающие под водой. Пещеры. Это самая редкая категория существ, включающая тех, которые живут просто под поверхностью планеты, преимущественно паукообразные. Ни одного такого, если что, я не видел. При сканировании животного вы видите следующую информацию, которая даст вам понимать, нужно оно вам или нет. Животных можно кормить и получать с них ресурсы. Можно лутать с них мясо также путем уничтожения. А еще поговорим по поводу животных чуть-чуть попозже. Имеется еще каталог. Материалы и предметы, все, что вы находили и крафтили. Этого добра тут очень и очень много. Технологии. Все возможные улучшения экзокостюма, звездолета, мультитула, вооружения, грузового корабля, вездехода и прочего, которое вообще есть в игре и которое у вас открыто. Все видно. Строительные элементы. Все, что относится к наземной базе. Да, наземные базы можно строить, об этом будет чуть попозже. Схемы. Грубо говоря, это рецепты, которые вы знаете. Пожалуйста, если вы знаете его, то он у вас отмечен. Если вы не знаете, у вас будут знаки вопросика. Рецептов в этой игре тоже очень много. Особенно кулинарных. Ну и различные чудеса, которые вы можете встретить на планетах и не только. Сокровища, собранные с боя, записи о планетах, фауны, флора, минералы, личные записи. Ну и, конечно же, рыбалочка, которая была введена относительно недавно. В плане записи о планетах и фаунах очень круто, потому что, допустим, я могу видеть самую благоприятную планету, которую я когда-либо находил. Раздел открытия показывает нам, что мы исследовали на данной планете, на которой мы находимся, и информацию по поводу нее. Для исследователей очень полезно. К примеру, я исследовал 7 животных из 13. Захожу сюда и могу посмотреть интересующую меня информацию по поводу того или иного животного. А если я зайду в раздел открытия, когда нахожусь в космосе, то я увижу, что происходит у меня здесь, в моей системе, в которой я нахожусь. И могу посмотреть, конечно же, системы, в которых я был до этого. Удобно, не правда ли? Конечно же, есть еще сортировка систем по различным параметрам. Системы байкинов, необитаемые, заброшенные, классы звезд. Очень-очень круто. Ресурсы и добыча. Вариантов тут много, но если мы говорим про мультитул, то способа 2. Лазером просто добываем ресурсы с камней и растений. Но лазер может перегреться и уйти на охлад, и при этом, чем он горячее, тем наносит больше урона и больше добывает за единицу времени, поэтому держимся в этом моменте, когда он почти уйдет на охлад, и добываем довольно быстро. Ландшафтный манипулятор, который позволяет добывать большие залежи ресурсов, которые находятся в земле. Он настраиваемый и имеет настройку области добычи. Если взять один и тот же объем ресурсов, то при самой маленькой области добычи манипулятора ресурсов с этой точки вы получите больше, нежели при использовании режима с более большим охватом добычи ресурсов. Есть еще 2 штуки, которые можно таскать с собой. Атмосферный комбайн собирает атмосферу планеты, работает на топливе, углерод, либо сжатый углерод. Автономный сборщик ресурсов собирает ресурсы с месторождений ресурсов. Если просто так поставить в поле, работать не будет. Да и просто так в поле вы его не поставите. Тоже требует углерод, либо сжатый углерод. Можно также добывать ресурсы и на вашем корабле, тупо стреляя по астероидам. Грустненько. И вспоминаем майнинг в Star Citizen и No Man's Sky. Кстати, в описании под видео будет ссылочка на опрос. Какая игра вам нравится больше из космосимов? No Man's Sky, Star Citizen, либо Elite Dangerous. И про залежи руды и газа будет попозже, потому что эта добыча уже относится к наземным базам. И это все нужно запитывать. Да, приходится так делать. То, что это мы посмотрим дальше попозже, это тоже дальше попозже, потому что иначе будет просто каша. Основная механика игры душненькая. Я говорю про крафт.
Крафт в этой игре зависит не только от сложности изделия, но и от настроек, которые вы себе выставите, ну или от настроек самого режима игры по умолчанию. И поверьте, вы задолбаетесь что-либо собирать и крафтить. На одной планете никогда не будет всех нужных ресурсов. Установка технологий в экзокостюм, создание компонентов, расходников, товаров и так далее — все это крафт. Установка технологий звездолета, мультитула, грузового корабля, да даже заправка мультитула и двигателей корабля — это тот же самый крафт. К примеру, чтобы прыгнуть в другую систему, нужно зарядить варп-двигатель. Для этого нам нужна варп-ячейка. Для нее нужен контейнер для антиматерии, который делается из кислорода и ферритной пыли. И нужна сама антиматерия. Крафтим мы ее из сжатого углерода. Это обычный углерод, который мы сжимаем, а для этого нужна еще энергия, плюс нужен хром-металл, который мы можем получить, скажем, из меди, и это только лишь заправка двигателя для прыжка. Постройка базы тоже требует ресурсы и готовые товары из этих ресурсов. Также вам придется открывать чертежи производимых товаров. Довольно душненько, а это еще относительно простой крафт. Для любителей максимально расслабляющего геймплея ввели недавно рыбалку. Вам потребуется для этого дела поставить свой мультитул, технологию удочка и найти воду. И это может быть как планета-океан, так и небольшое озерцо. И все, вы можете ловить рыбу. Рыба, как и многое другое в этой игре, имеет классификацию по классам C, B, A и S. Если чуть углубиться, то вы еще можете выбирать наживку, которая может повысить класс того, что вы выловите, так и размер вашего улова. Есть специальный плот, который позволит вам рыбачить в открытом море, автоматические ловушки для рыбы и куча всего еще. И видов самих рыб очень-очень много. Кулинария тоже имеется. Делается это все на отдельном устройстве под названием переработчик нутриентов. Если вкратце, готовите различные блюда, которые могут восстанавливать или улучшать некоторые показатели экзокостюма, или могут быть проданы за различное количество нанитов на космической аномалии. Топовая веселая штука, да и рецептов на нее просто тьма. Вот я шарахнул животное. С него выпало там сосиска бегуна или какой-то стейк. Я это дело перерабатываю в обработанное мясо. Беру это же мясо и обрабатываю его совместно с той же сосиской из бегуна. Получается рагу с загадочным мясом. При употреблении у меня будет баф ускорения бега на 15 секунд. Я могу продать его на станции, либо же на аномалии отдаю это блюдо Крону, местный обжора, который даст вам наниты, когда вы ему дадите хорошее блюдо. Тут даже можно делать выпечку, если что, но нужна пшеница и нужно добывать молоко. И, кстати, рыба тоже относится к кулинарии. Браво! Режимы игры. Стандартный, расслабленный режим, упрощенный стандартный, скажем так. Свои настройки. Вы настраиваете абсолютно все. Количество ресурсов, уровень урона, настройка создания предметов, настройки сражений, короче, много настроек. Творческий. Никаких помех, никаких расходников и урона по вам. Выживание. Больше опасностей, меньше инвентарь и выше расходы на все. Ну и, конечно же, экспедиция. Ивенты от разрабов с наградами. Ваш звездолет — это ваше средство передвижения по планетам и космосу. Ну как же бесит, что для прыжка в другую систему приходится фармить антиматерию, но не всегда. Механика неприятная, как по мне, по сравнению с той же самой Elite Dangerous. Ваша ласточка не только средство передвижения, но и боевой корабль с большим количеством улучшений и типов вооружения. При взлете тратится топливо. При полете внутри системы тоже тратится топливо. При прыжке в другую систему тоже, конечно же, тратим. Все три типа топлива разные, потому что используем разные двигатели. Если, конечно, не корабль стражей. Там можно использовать лучистый осколок. И да, конечно же, есть щиты и ХП корабля в виде значков. При снятии щита будет уходить уже сама полосочка, а после уже значки, а не привычная полоска, как на щитах. Но есть оружие, которое позволяет восстанавливать вам щиты, а это довольно неплохо. Корабли у нас варьируются на классы, как и все остальное, с C до класса S. Имеются также ячейки установки технологий и инвентарь, по примеру, с экзокостюмом. И еще у них есть различные типы, скажем, примерно как у ваших мультитулов. Истребитель понравится тем, кто любит сражения. Он значительно усиливает ваш урон, превращая игрока в мощного бойца на поле боя.
Путешественник будет интересен любителям исследовать новые системы. Его бонус к дальности варп-прыжков позволяет совершать более длинные прыжки и быстрее добираться до удаленных точек. Тягач отлично подходит для торговцев благодаря своему вместительному грузовому отсеку и усиленной защите, что повышает шансы на выживание в космосе. Челнок — это универсальный корабль с умеренными бонусами ко всем параметрам. Он доступен в малых и средних размерах и является бюджетным вариантом, идеально подходящим для начального этапа игры. Экзотические звездолеты. У меня, кстати, такого нету. Самые редкие и мощные среди всех кораблей. Они обладают высокими показателями по всем характеристикам и всегда относятся к S-классу. В каждой системе существует только один такой корабль, но можно найти несколько экзотиков, загрузив сохранение. Они будут различаться количеством ячеек, но внешне останутся одинаковыми. Вместимость технологий можно увеличить до 60 ячеек, а инвентарь до 105. Парусный звездолет выделяется уникальной формой и наличием солнечного паруса, который имеет несколько разновидностей. Эти корабли можно встретить по всей галактике, но чаще всего в пиратских системах. Они обладают особым набором технологий и автоматически подзаряжают взлетный ускоритель благодаря технологии паруса Веспера, которая также улучшает скорость ускорения. Живой корабль совершенно не похож на другие, ни внутри, ни снаружи. Он имеет ограниченный инвентарь, но компенсирует это большим количеством слотов для технологий. Его можно получить, выполнив миссию рождения звезды. Вам придется его выращивать из яйца. Моя ласточка, которую вы видели, перехватчик стражей. Это особый тип звездолета, которым пользуются стражи. Он оснащен уникальными технологиями, но также поддерживает стандартные улучшения для обычных кораблей. Среди всех типов кораблей он обладает самым высоким показателем урона в секунду и является единственным, который может зависать на месте. Прокачка вашего звездолета выглядит примерно как и экзокостюм, и мультитул одновременно. В чем суть? Есть же классы. С классов вы можете перепрыгивать с класса C на класс B и так далее до класса S. Но не за деньги, а за наниты. Также можете ставить технологии, улучшение технологий и увеличивать количество ячеек технологий и количество грузовых отсеков. И это прям надолго вас затянет. А так да, прикольно. Ну и конечно же, чертежи новые открываются на аномалии, а улучшения мы также берем на станции. Космос тут, к сожалению, пустоват. Нет, есть, конечно, случайные встречи, там встречи с торговцем, с пиратами, где грузовой корабль под атакой пиратского дредноута, начало квеста с живым кораблем. Есть еще различные типы аномалий, которые можно искать с помощью детектора аномалий. Но не будет такого, как на планетах, такого большого многообразия. Будет относительно пустоватый космос, редкие астероиды, их скопления, ну и то, что я перечислил. Карта галактики. В первое время мне было тяжело по ней ориентироваться, учитывая то, что я играл и в Elite Dangerous, и в Star Citizen, и в еще кучу космических игр. Но что есть, то есть. Нажимаем правую кнопку мыши и переходим в свободный осмотр карты. Наведясь на систему, вы видите расстояние в световых годах и класс звезды. Небольшое отступление по поводу класса звезд, потому что они влияют на то, что будет у нас в системе в плане ресурсов. Желтые, классы F и G. Самые распространенные. Такие системы можно посещать на любом корабле, если установлен гипердвигатель. Классы M и K. Эти системы почти всегда пустуют, а на поверхности планет можно обнаружить кадмий. Для перемещения нужен кадмиевый привод. Зеленый, класс E, бывают как и пустыми, так и заселенными. Здесь можно найти эмерил. Для перемещения нужен эмериловый привод. Синие, классы O и A. Аналогично зеленым. В таких системах находятся залежи Индия. Для перемещения нужен индиевый привод. Также вы можете увидеть различные подписи. Либо ее нет, либо диссонанс, либо вода и прочее. Подпись «вода» означает наличие воды на одной из планет. И, конечно же, там не только вода на одной планете, хотя у нас есть даже планета океана, я об этом говорил ранее. Далее. Внизу написана раса, которая там доминирует. Также какая там экономика и состояние системы. Параметры доминирующей расы показывают, какая раса занимает большинство в системе. Геки, дружелюбная раса, сильно заинтересованная в торговле, отличается большим клювом на лице. Корвексы, высокотехнологичная раса, которая заинтересована в исследованиях, отличаются своим кибернетическим видом и экраном вместо лица. И вайкины, агрессивная раса, для которой главная боевка. И на самой карте можно переключить фильтры по типу экономики, конфликтам или по формам жизни. Также переключение цели по направлению к галактическому ядру, к своей точке маршруту, ближайшей черной дыре, которая вас пульнет очень далеко, поверьте, станции Атлас, либо заданию.
будет, конечно же, показано направление до цели. Ну и слева сверху сам тип галактики. По поводу станции, которая у нас в космосе. Есть обычная классическая станция, которая чаще всего встречается. С недавним обновлением они очень сильно поменяли свой визуал из серии процедурной генерации, в кавычках. Но внутрянка у них одна и та же. К примеру, что вы можете там найти? Портал, который позволяет вам перемещаться между станциями, на которых вы были, и на вашу наземную базу, если она у вас есть. Станция смены внешности, где вы можете поменять свой визуал. Торговый автомат, терминал галактической торговли, который позволяет вам покупать и продавать ресурсы за кредиты, но ассортимент разный, если что, в зависимости от системы. Фабрика звездолетов позволяет вам собрать звездолет нужного вам класса из частей, которые вы уже нашли заранее. Механика на самом деле такая себе. Оснащение звездолета, где вы можете разобрать имеющийся корабль или улучшить его, причем можете даже повысить его класс, но уже за наниты. Картограф, где вы можете за наниты приобрести случайную карту, ну или же обменять любые имеющиеся на конкретную, а их много. Вы можете попасть на охраняемый там объект, найти сигнал бедствия, обитаемый аванпост, древний артефакт, древние руины, капсула с улучшением инвентаря и много чего еще. Спасибо картографу. Диспетчер заданий, который дает, как ни странно, задания, которые улучшают отношения с расой и с гильдиями. Стойка улучшения инвентаря экзокостюма, добавляется дополнительная ячейка за денежку, но только один раз на одной станции, и рядом находится продавец технологий экзокостюма. Вкратце, улучшение тех или иных характеристик, про улучшение я уже говорил. Станция улучшения мультитула, где вы можете добавить ячейку или улучшить класс, также рядом продавец технологий для мультитула, пожалуйста. Но тут также есть оружейный терминал, где вы можете приобрести готовый мультитул. Если что, мультитулов и кораблей вы можете держать у себя много и переключаться между ними прям даже на планете. Продавец технологий звездолета. Продавец технологий вездехода. Также есть представитель той или иной гильдии, где вы можете что-либо получить при хороших отношениях с этой гильдией, при этом бесплатно, либо самому пожертвовать гильдии. И на станциях вы можете покупать корабли. Просто подбегите к пилоту, который стоит рядом с ним. Класс корабля и его вид, естественно, разные. Можно так взять и S-класс кораблей, ну и нанять пилотов в свою эскадру, которая поможет вам в боях. А это у нас была только одна станция. Есть еще. Станция преступников. Снаружи и внутри выглядит, мягко говоря, потрепанно. Торговец утилем продает улучшение, но тут как повезет. Рандомное улучшение, и пока вы его не установите, вы не узнаете его конечные параметры. Контрабандист — это у нас черный рынок, сам сборщик утиля, местный решала, диспетчер заданий, связанный с пиратами. Также есть телепорт, но он работает только на ваши базы и пиратские станции. На обычную отсюда вы не телепортируетесь. Космическая аномалия. Большой хаб для игроков. Станция, которую вы можете вызвать в любую точку космоса, что позволит вам уйти от преследования. Что у нас там есть? Nexus. Задание с наградами в виде нанитов ртути. Терминал экспедиций. Дополнительный элемент синтеза ртути. Это мы там создаем всякие предметы из ртути и получаем вознаграждение с экспедиции. Про экспедиции я расскажу отдельно и подробно. Итерация Гелиус дает наниты за данные флоры. Итерация Арес дает наниты за этапы и продает базовые модули технологий. Итерация Крон, кулинарный критик, дает наниты за оценку вашей еды. Секвенсор яиц, если вкратце, модификация яиц питомцев. Знакомый вам уже модификатор внешности. И большая комната с исследованием улучшений для звездолетов, экзокостюмов, мультитулов, вездеходов, а также исследования новых схем, продуктов и станция строительных исследований. Станция Атласа. Если вкратце, сюжетная часть игры, которую я не хотел бы затрагивать, потому что спойлеры. Можно собрать слова, и вы получите варп-ячейки, если поговорите с Атласом первый раз на этой станции. Да, внутрянка Атласа тоже может быть разная. Процедурные генерации везде. И еще вроде как есть заброшенные станции, но, ребят, не нашел. Давайте немножечко поговорим по поводу гильдии. Мы можем брать задания от гильдии на доске миссий, где я уже показывал. Успешное выполнение таких заданий повышает репутацию игрока в соответствующей гильдии, а провал задания снижает ее. Ранги в каждой гильдии независимы и не влияют на другие гильдии, так же, как и в случае с фракциями. Гильдий представлено 3.
Гильдия исследователей занимается открытиями и научными исследованиями. Гильдия торговцев специализируется на торговле и транспортировке товаров. Гильдия наемников сосредоточена на боевых операциях и охоте за головами. Но есть еще две фракции. Фракция преступников занимается незаконной деятельностью и пиратством, связано с пиратами, естественно. И фракция аутофагов. И с аутофагами вроде вы сразу с начала игры не сможете познакомиться, а придете туда после определенного задания. Что можно найти на планетах с помощью картографа, про которого я говорил, то, что он есть на станциях? Я мог бы тупо зачитать вам таблицу с шансом появления того или иного, но лучше покажу на примере. При использовании у вас появляется отметка, на которую мы, собственно, и летим в системе. Тайные картографические данные. Нашел завод, а персонаж так наклонен, потому что тут столкновение планет. И да, все это я публикую и рассказываю в своем телеграм-канале до выхода видео. Ссылочка, естественно, в описании в закрепленном комментарии. При разных обстоятельствах могут выпасть как наниты, так и рецепты. Пролетел по разным системам, активировал 6 раз, были заводы и один командный центр какой-то. По идее должно быть больше разнообразия, но я не готов летать по 100 раз с каждой картой, потому что фармятся они довольно непросто. Аварийные картографические данные. Тут выпало заброшенное здание, взломанная дверь, повсюду какая-то слизь, но дали нанитов и денежек. Аварийный маяк, сигнал бедствия, разбившийся корабль, который вы можете починить и забрать себе, ну или потом его продать. Место аварии грузового корабля. Да, тот самый большой грузовой корабль, который игрок у себя может иметь. Раскапываем грузовые капсулы и, собственно, лутаемся. Коммерческие картографические данные. Небольшое поселение. В моем случае тут был оружейный терминал и продавец технологий компонентов. Торговый пункт. В моем случае торговая точка с черным рынком. И да, вы также можете тут покупать корабли NPC. Голографическая вышка, где я ничего не получил. Но в сюжете мы с помощью нее будем кое с кем связываться. Инопланетные картографические данные. Можете найти монолит. Как минимум вы там получите несколько слов. Древние руины. Могут быть как камни знаний, которые дадут новые слова, так и сокровища. Вы можете еще узнать местоположение древнего знания. Ну и, собственно, сама древняя табличка, которую вы тоже можете найти по этим картам. Картографические данные места раскопок. Да, тут тоже выпадут древние руины, но вам здесь уже потребуется заниматься раскопками. Откопать 3 ключа и сундук, но и открыть его с помощью этих ключей и получить лут. Карта поселения. И тут, мои дорогие, вы получите в свое распоряжение поселение, которое будет вам приносить бабки и товары. Также вы будете решать проблемы жителей, получая те или иные бонусы. И, конечно же, повышать характеристики вашего поселения и строить его, завозя ресурсы на требуемые здания. И да, классы тут тоже имеются, как у кораблей и мультитулов. C, B, A и класс S. Топ, как по мне. Но правда, ресурсов может не быть под рукой, и придется покататься за ними и скрафтить их в кармане. А так, круто. Считайте, играете в стратегию. И развлекаетесь, получаете ресурсы в АФК. Мне нравится. Есть NPC, которые вам вечно будут мешать и бесить. И это стражи. Они представляют собой механические формы жизни, автономные боевые машины, способные к самозамене. Их происхождение остается загадкой, но они встречаются на всех планетах Вселенной, активно защищая планетарную экосистему от вреда, который может нанести игрок. Я бы мог бы сказать, откуда они, но тогда я расскажу сюжет, а этого я не хочу. Их реакция на действия игрока зависит от планеты. На одних они могут игнорировать его, на других сразу проявлять агрессию. Уровень их активности можно определить при сканировании планеты. Есть еще такое состояние системы, как диссонант, где стражи вообще видоизменены. И там довольно жарко может быть. Но именно там вы можете разжиться кораблем стражей и мультитулом стражей, что очень неплохо, сам такое юзаю. В обычных системах после начала боя будут идти волны стражи, отображаться будут уровнем от 1 до 5. С каждым последующим уровнем враги становятся все сильнее и становится их больше. И это, ребят, сложно. Вот такие вот подтипы стражи у нас имеются. Обычные дроны, дроны-ремонтники, дроны-призыватели, тяжелые боевые дроны, четвероногие какие-то там, боевой мех, шагоход. Это если вы попали в передрягу на планете на ногах. Но вы можете еще получить люлей в космосе. Тогда вас ждут уже перехватчики стражи и их большие грузовые корабли.
А раз уж я вам только что показал боевку, давайте поговорим по поводу боевой системы в этой игре. На ногах, на корабле и наземной технике. Сейчас вы будете меня ругать и, возможно, влепите дизлайк. Боевая система в этой игре просто отвратительна. Вот как у вас идет бой на космических кораблях. Вы просто нажимаете клавишу заднего хода и закликиваете кнопку стрельбы. Корабль сам донаворачивает на противника и летит за ним. Ну просто мрак. Благо, хоть можете менять вооружение во время боя. На наземной технике тоже без всяких суперских механик. Вы только посмотрите на это. Просто тупо ходите и всех расстреливаете. Но хотя бы хоть какая-то динамика присутствует в боях на ногах. Спасибо джетпаку. Я играл в кучу игр, да даже можно сказать в конкурентов в лице Star Citizen и Elite Dangerous, да тот же самый X4, который является стратегией, но не суть. Обзор на Элиту будет в описании. Вот в ней боевая система на кораблях выше всяких похвал, и там нужен нереальный скилл. А эта игра, No Man's Sky, вообще не про боевку, но она есть. Но лучше было бы по-другому. Тут важен не сам скилл, а то, насколько вы прокачаны. Да-да-да-да-да-да-да, наземная техника. Давайте-ка поговорим, какие у нас тут модели представлены. Кочевник. Самый компактный и легкий из всех вездеходов. Он обладает наибольшей скоростью и маневренностью, но при этом имеет минимальную вместимость инвентаря 16 ячеек. Это единственный вездеход, который может перемещаться по водной поверхности. Скиталец. Вездеход среднего размера с грузовым отсеком на 40 ячеек. Он сочетает в себе достойную скорость и отличную проходимость по труднопроходимой местности. Способен справляться с большинством препятствий и передвигаться под водой без проблем. Кстати, что довольно странно. Подходит как для серьезных исследовательских миссий, так и для комфортных поездок. Колосс. Крупнейший и самый вместительный вездеход с грузовым отсеком на 50 ячеек. Тяжелый и медленный, с низкой проходимостью, но способный давить существ и минералы, хотя при этом ресурсы вы не получите. Может слегка подпрыгивать, оснащен самым мощным расщепителем и обладает наибольшей грузоподъемностью. Несмотря на низкую скорость передвижения, он лидирует в добыче ресурсов. Однако сбор ресурсов осложнен тем, что расщепитель закреплен на его крыше и ограничен по вертикальным углам наведения. Наиболее эффективно собирать ресурсы, находящиеся по бокам. Есть модификация сканера, позволяющая искать склады. Пили. Компактный и скоростной вездеход-мотоцикл с небольшим инвентарем на 16 ячеек, оснащен средним расщепителем и таким же оружием, отлично подходит для быстрого исследования планет в поисках ресурсов и их ограниченной добычи. Обладает высокой маневренностью и легко управляется в заносах. Сабнавтику уважаете? Наутилон. Подводный аппарат, созданный для изучения океанских глубин, оснащен инвентарем среднего объема 28 ячеек, а также оружием и расщепителем. Во время управления этой субмариной кислород не расходуется, что очень приятно. Минотавр. Мощный гибридный экзокостюм с минимальной подвижностью среди всего транспорта в игре. Он имеет средний инвентарь на 28 ячеек, но выделяется наибольшей огневой мощью и сильным расщепителем. Его низкая скорость компенсируется способностью выполнять огромные прыжки с помощью системы Пламя Ариадны. Благодаря встроенной системе управления средой, пилот полностью защищен от негативных внешних факторов. Расщепитель на Минотавре не перегревается и отличается высокой эффективностью. Дополнительно можно установить и пилота, который позволит экзокостюму автоматически сражаться на стороне игрока. И да, конечно же, расщепители, которыми вы добываете что-либо, ставятся на все вездеходы прокачиваются. Также берем, покупаем улучшения на обычной станции для вездехода, потом едем на нашу волшебную аномалию, покупаем новые технологии. Как-то так. В этой игре вы еще можете заняться таким делом, как постройка наземной базы. Дело непростое и не быстрое. Вначале вы будете иметь очень маленькое количество различных чертежей, но со временем вы их будете открывать на аномалии. А их там, друзья, порядочно много. Ваша база не просто посадочная платформа со складом, которая может быть возведена на любой планете. При этом строить вы можете на ее поверхности, под землей и даже под водой, что очень, как по мне, не слабо. Вам придется заботиться о добыче электричества, чтобы работал тот же самый портал, который позволяет вам перемещаться, где есть другие порталы, базы, космические станции и так далее. Помните, я говорил про растения, плоды которых вы можете собирать на планетах? Так вот, вы можете их выращивать на своих фермах и потом собирать и перерабатывать их. К примеру, вот растет у меня грибковая плесень. Я ее собираю и отношу ее в переработчик нутриентов, получаю съедобные грибы.
А в очистителе я получу с нее уже углерод, но если в очистителе я буду перерабатывать грибковую плесень и соль, то получу уже аммиак, ну и другие, естественно, ресурсы у других растений. Я думаю, не стоит объяснять, что и тут различных рецептов просто тьма, так как растений, которые вы можете выращивать, тоже немало. Тот же гамма-корень и соль, при переработке которого мы получим уже на секундочку уран. Помните, я рассказывал про визоры сканирования, не затронул некоторые моменты. Специально, но сейчас расскажу, потому что они важны. Режим разведки энергии. На планетах вы можете найти скопление электромагнитной энергии, которую потом сможете снять с помощью электромагнитного генератора, и дальше запитать все необходимое, что довольно круто. Эта энергия идет к вам постоянно, а не как солнечная панель, которая дает энергию только в светлое время суток. В случае с солнечной панелью рекомендую ставить еще аккумуляторы. Режим разведки минералы – та же самая история. Находим, ставим извлекатели минералов, добываем их и радуемся. Режим разведки газа указывает на местоположение точки с газом, куда вы ставите извлекатель газов и качаете его. И у этих месторождений также есть классы C, B, A, S. Чем больше класс, тем больше добыча. Но это если вкратце по поводу наземных баз. Если надолго, то это отдельное большое видео. В общем, базы строить можно, добывать ресурсы можно, перерабатывать все это дело можно. Животноводство. Приручить животное, чтобы на нем кататься, это дело одно, а вот завести себе стадо животины, которые будут давать ресурсы, это уже серьезно. Как это работает? Вы вручную можете кормить животные и брать с них ресурсы, но это, долго. Но все это можно отчасти автоматизировать. Каким образом, сейчас расскажу. Делаем добротный запас питательных гранул в размере 200 штук, делается из углерода, если что. Ставим волшебную автоматическую кормушку и загружаем ее кормом и, конечно же, подключаем энергию. И вуаля! Животные толпой тусуются у кормушки, но вам все равно приходится вручную собирать с них ресурсы. Это не беда. Ставим скотоводческую систему, и она автоматом собирает с них ресурсы. Но если хотите мяско, то тут уже придется расчехлить оружие, ну и вы поняли. Теперь вспоминаем по поводу кулинарии. Да, с животными она тоже работает. И с мясом, и с молоком, и с яйцами, и так далее. У вас есть все. Базы, ресурсы, фермы, и вы имеете большое количество ресурсов, из которых вы делаете товары, которые, конечно же, можете потом продавать. В No Man's Sky имеется, конечно, система торговли, но также есть механика снижения цен. Это основывается на взаимодействии с торговыми терминалами, динамикой спроса и предложения. При продаже товаров на терминалах их закупочная цена постепенно снижается. Продажа NPC-торговцам не влияет на изменение цен на товары в системе, что очень хорошо. Спрос и предложение динамически меняются от системы к системе. В системах, где тот или иной товар производится в избытке, его цена будет постепенно снижаться по мере продажи. В системах с дефицитом цена будет оставаться выше, но падение все равно происходит при массовых продажах. Чтобы не обвалить цены, рекомендую продавать товары небольшими партиями или в разных системах, чтобы избежать максимального падения стоимости. Но мне пофигу, и я продаю все сразу. Торговать мы можем с помощью торговых терминалов, которые есть на планетарных и космических станциях, во время случайных встреч с торговцами в космосе и с NPC-пилотами на станциях или же планетах. Для ленивых, как я, терминалы торговли можно ставить на свои базы, либо вообще воспользоваться торговой ракетой. Персональный ракетный транспорт, интегрированный с галактической торговой сетью, позволяет загружать на борт товары, которые после запуска будут доставлены к ближайшему торговому терминалу и проданы автоматически. У нее 25 ячеек инвентаря. Можно загрузить ресурсы, которые автоматически продадутся после запуска. Это относится только к товарам, продающимся за юниты. Улучшения же будут уничтожены без возврата. Не EVE онлайн, конечно, в плане экономики, но что есть, то есть. Экономическая составляющая, как и боевая, здесь довольно слабенькая, если что. Давайте-ка еще кое-что обсудим. Экспедиции. Это ивенты от разрабов, и их было уже довольно много. В чем суть? Вы можете начать экспедицию на новом сохранении, или же начать со своего основного аккаунта и через аномалию забрать с собой свои некоторые пожитки, чтобы вам было проще. В экспедиции есть фазы, во время прохождения которых вы получаете награды, которые потом можете получить в основной своей игре. Чтобы пройти первую фазу, нужно выполнить ее задание. После выполнения каждого вы получаете награды на ваше текущее сохранение, которое поможет вам развиваться с нуля.
Сами экспедиции все разные. Вот, к примеру, было недавно введено обновление с рыбалкой, и новая экспедиция основана на этом новом геймплее. Все довольно просто. Давайте немножечко по поводу косметики и ртути. Ртуть — одна из 3 валют, наряду со скоплением нанитов и юнитами. Применяется только у дополнительного элемента синтеза ртути на космической аномалии. Получаем мы ее за миссии на Нексусе, кстати. И вот, что мы можем приобрести. Гигантское количество декора, украшений и внешки. При этом даже декор для вашей базы. И никакого доната тут нету за окраски. Так что поддержать разработчиков финансово не выйдет, только если купите игру. А меня выйдет. Ссылочка на помощь мне и каналу в описании. В этой игре есть огромные корабли, которые вы можете себе заиметь, но способ получения довольно странный. Иногда при перелете между системами вы можете увидеть, как пираты атакуют грузовой корабль. После того, как вы его отобьете, вы можете поговорить с капитаном и забрать его себе. Класс грузовых кораблей такой же, как и у всего остального, CBAS. Но если вы выбили класс B, вы не сможете за нанита его поднять выше, как это можно сделать с вашим звездолетом или мультитулом, что грустно. Также вы можете получить в свое распоряжение не просто грузовой корабль, а пиратский дредноут. И это должно прям сильно повести, а лучше лететь по известным координатам, но поверьте, это непросто. В момент встречи огромный пиратский дредноут будет биться против грузового корабля, стреляя пушками и торпедами по нему. Ваша задача — снести движки дредноута, его орудия и остальные вещи, если потребуется, он не сдастся до этого. После чего этот корабль вы можете забрать себе вместо обычного грузового. Разница между ними чисто визуальная. Сам грузовой корабль имеет также ячейки технологий и хранилище. Количество ячеек можно увеличить. Если у всего остального мы открываем технологии через аномалию, то тут у нас все не так. Нужно делать через главный капитанский мостик, скажем так. Где мы сможем открывать многое, даже отдельные комнаты, которые мы сможем строить. Да, тут можно еще его и обустраивать и сделать что-то вроде мобильной базы с ресурсами. Реально крутяк. Если вам хочется, вы можете отдельно управлять им только через карту варп перемещения грузового корабля и направлять его куда хотите. Но можете уже в системе, где вы находитесь, просто вызвать его к себе, как мы вызываем аномалию. И у него еще есть флот. Максимальное число кораблей во флоте 30 штук. Получать новые корабли вы сможете при случайных встречах с грузовыми кораблями. Подлетаете к фрегату, у которого есть значок, говорите с ним и приобретаете его себе. Их вы можете отправлять в экспедиции. Но вам сначала нужно поставить комнату зал командования флотом, и после чего подойти к вашему навигатору и выбрать ту, на которую хотите отправить свои фрегаты. Как вы можете заметить, есть отметки, что это исследовательский полет, нечто что-то сбалансированное или же промышленное. Потому что ваши фрегаты имеют различные умения и бонус в том или ином направлении, а именно бой, исследование, промышленность, торговля. И как можете заметить, требуемое топливо — это то, какое количество топлива будет потрачено на то, чтобы преодолеть расстояние. Его также вам придется крафтить, но рецепт там не особо сложный. Повторюсь, это обзор, а не гайд. На каждый аспект игры по этому поводу можно записать отдельное видео. С онлайном в этой игре все просто и сложно одновременно. Все, что я вам показывал, вы можете делать вместе с друзьями, но есть одно но. Просто так игрока встретить очень тяжело в открытом и большом мире. В основном игроков вы будете встречать только на аномалии, и вы можете обмениваться с другими игроками своими вещами. Конечно, игры такого жанра у нас еще имеются. Думаю, стоит сделать как-нибудь видео сравнения 3 мастодонтов: Elite Dangerous, No Man's Sky и Star Citizen. Но это будет актуально только когда Star Citizen релизнится, ибо сравнивать с неготовым проектом, такое. По поводу No Man's Sky скажу так: игра про исследование, постройку наземных баз с интересным сюжетом, но все, что связано с боевой системой, просто забудьте. Это лишь дополнение к гигантскому количеству другого контента. Стоит ли ее пробовать? Конечно, да. Достойный проект. Можно было бы сюда еще приплести EVE Online и X4 Foundation, но X4 Foundations у нас соло-игра, а EVE Online вообще про другое. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.